Здравствуйте, друзья! Кто спрятал золото тамплиеров? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Как известно, орден тамплиеров возник после первого крестового похода, а именно в 1119-1120 годах его создали в Палестине бургундские рыцари, и было их всего-то 9 человек. Какое-то время спустя все члены этого братства дали обет монашества патриарху Иерусалима и приняли соответствующий устав, а король Иерусалимского королевства отдал им дом рядом с мусульманской мечетью, которая находилась как раз на том самом месте, где в библейские времена был построен храм царя Соломона. Вот поэтому-то их орден и назвали орденом храмовников и тамплиеров, от слова «тампль» – храм. После этого римские папы, словно соревнуясь один с другим, начали осыпать орден милостями и всячески ему покровительствовать. Тамплиерам дали право строить собственные церкви и даже иметь свои кладбища. Их нельзя было отлучить от церкви, они же имели право отлучения, наложенное церковью, снимать. От церковных налогов все их имущество освобождалось, а десятина, которую они сами же и собирали, целиком и полностью оставалась в казне ордена. Рыцари храма имели собственное духовенство, которое не зависело от церковных иерархов. Так епископы не имели права вмешиваться в их жизнь, привлекать орден к суду или штрафовать его людей. Ни один из духовно-рыцарских орденов, а их затем в Святой Земле основали немало, не имел таких широчайших прав и привилегий. Поэтому неудивительно, что очень скоро орден начал процветать. Хотя штаб-квартира тамплиеров находилась в Палестине, Иерусалимское королевство являлось лишь одним из его приоратов. Точно такие же приораты орден имел и в Триполитане, в Антиохии, в Пуату, в Англии, в землях тогдашнего французского королевства, Португалии, Арагоне, Апулии, Венгрии, Ирландии и даже в далекой Польше. В результате храмовники уже во второй половине XII века разбогатели настолько, что это поражало воображение современников. Рыцари с восьмиконечным крестом на груди владели землями, мощными замками, в городах им принадлежали доходные дома, в сельской местности фермы, а еще они имели неимоверное количество золота. Неимоверное? Конечно, неимоверное, ведь это они в 1192 году заплатили английскому королю Ричарду I за остров Кипр совершенно немыслимую по тому времени сумму в 100 тысяч византионов, 800 тысяч золотых рублей. Но самое главное, что источником этого богатства была отнюдь не военная добыча, хотя она тоже была немалой, и не пожертвования наивных верующих, и даже не дары от монархов, покупавших таким образом лояльность тамплиеров, а обычное ростовщичество, возведенное храмовниками на небывалый для того времени уровень. Дело в том, что, имея приораты во всех государствах Европы и на Ближнем Востоке, тамплиеры придумали безналичный способ перевода денег, при котором золото теперь уже не нужно было возить с собой, но можно было получать его по заемным письмам у казначеев в приоратах. А так как эти приораты словно паутина охватывали весь тогдашний христианский мир, ни один другой светский ростовщик не мог оказать клиентам подобную услугу, а вот храмовникам это было легко. Кроме того, именно они придумали и систему чеков и аккредитивов на предъявителя, и ввели в обиход такое понятие, как текущий счет. А еще они выдавали денежные ссуды государям, причем под залог доходных земель, а то и государственных сокровищ. Так, в 1204 году, например, король Англии Иоанн Безземельный передал на хранение в лондонский замок Тампль свои коронные драгоценности, а в 1220 году на хранение к английским тамплиерам попала даже большая королевская печать Англии. И чтобы приложить ее к документу, королю приходилось посылать за ней людей к тамплиерам.
Затем в 1261 году туда же попала и корона английских королей, которая хранилась у тамплиеров 10 лет. В Парижском замке ордена рыцари хранили оригинал договора между французским королем Людовиком Святым и послом короля Англии Генриха III, заключенный в 1258 году. И вот тут можно вполне обоснованно предполагать и такое, что, имея у себя столь значимые предметы, тамплиеры угрожали монархам шантажом. Разглашением содержания некоторых важных бумаг вполне могло стать причиной скандалов и даже войн между королевскими домами Европы. Так что и знаменитые итальянские и еврейские банкиры эпохи Возрождения являлись не более чем слабыми подражателями бедных рыцарей, которые когда-то были и впрямь так бедны, что по двое ездили на одной лошади. И вряд ли нужно удивляться, что тамплиеры начали первыми среди европейцев по-настоящему серьезно относиться к золоту. Особенно болезненно поэтому они воспринимали порчу золотой монеты, которую многократно пытались осуществлять французские короли, и относились к ней как к святотатству, и всеми способами этому противились, понимая, какой огромный ущерб нанесет их хорошо отлаженной финансовой машине понижение золотого содержания в монете. А затем они и вовсе нанесли французским королям удар невиданной прежде силы, отчеканили и стали хранить у себя в Тампле эталонный золотой ливр. Так что теперь любая, отличавшаяся от него золотая монета, объявлялась фальшивой и не принималась ими в расчетах. Однако в то время, пока тамплиеры богатели и приобретали земли в Европе, в Палестине дела их шли совсем плохо. Султан Саладин взял Иерусалим, а в 1291 году крестоносцы потеряли и последнюю крепость в Палестине и вынуждены были убраться восвояси. Правда, тамплиеры при этом пострадали не сильно, их богатства были велики, земель много, чего еще надо братьям-рыцарям. Но особенно сильные позиции были у тамплиеров во Франции, где множество рыцарей этого ордена являлись французскими дворянами или имели их своими предками. Именно тамплиеры исполняли обязанности современных министров финансов при многих королевских домах. Все выглядело так, что вроде бы никакая беда благополучию ордена угрожать не могла принципиально, но беда уже стояла у них за спиной. Король Франции Филипп IV 1285-1314 года, Капетингов, прозванный Красивым, стремился к неограниченной власти и не мог, разумеется, даже в мыслях допустить, что в его стране может существовать сила, равная своим могуществом с силой его короля. Беспокойство короля вызывало то, что орден во Франции имел слишком много земли и денег и, по сути, являлся государством в государстве. Народная поддержка, раз богат значит ворует, была также на стороне короля. Дело в том, что в сознании людей средневековья благородное происхождение и рыцарская доблесть были абсолютно несовместимы с таким занятием, как ростовщичество, которым могли заниматься только ломбардцы и евреи. Поэтому отношение к рыцарям-банкирам было намного хуже, чем к итальянским и еврейским ростовщикам, считавшихся презренными людьми, хотя тамплиеры и брали меньше процентов. Свою роль играла и заносчивость храмовников, их презрение к старым добрым обычаям и местным традициям, а также царившая среди них атмосфера полной секретности, которой они окружали всю свою деятельность. Все это привело к тому, что в народе из-за недостатка информации стали возникать слухи. Так бывает всегда, но тамплиеры теорию информации Лассуэла не изучали. Стали говорить, что те принесли на восток некую ересь, что они отрекаются от Христа, поклоняются кошачьей голове и предаются содомскому греху. Худая молва – вещь опасная. Именно под предлогом того, что говорят, ночью на 13 октября 1307 года по приказу короля Франции все тамплиеры на территории страны были подвергнуты аресту.
причем под него попало и все их имущество. Следствие велось несколько лет, и было бы даже странно, если бы за это время большинство рыцарей не признались в самых ужасных для христианина деяниях. В том, что они поклонялись дьяволу, в осквернении святого причастия, надругательстве над распятием, убийстве новорожденных младенцев, содомском грехе и многих других столь же мерзких грехах. 2 мая 1312 года папа Климент V своей буллой упразднил орден. Значительную часть тамплиеров приговорили к пожизненному заключению, а всю верхушку ордена, на суде отказавшуюся от прежних показаний, как данных под пыткой, осудили на сожжение на костре, как вторично впавших в ересь. Сожгли, как известно, Жака де Моле и его соратника приора Нормандии Жофруа де Шарне. Увы, но короля ждало жестокое разочарование. Казна ордена исчезла без следа, и золото тамплиеров так до сих пор и не нашли. До сих пор его ищут кладокопатели, о нем спорят историки, но только богаче от этого никто не стал. В 1982 году в Лондоне была напечатана книга «Святая кровь и святой Грааль», авторы которой Г. Линкольн и Эрли М. Бейджент, как говорят, глубоко изучили архивные документы и на их основе сделали вывод, что официальная история тамплиеров – миф. По их версии, этот орден был лишь частью другого, так называемого Сионского ордена, который появился на рубеже XI-XII веков. Что это был за орден, название которого происходит от названия аббатства Святой Марии и Святого Духа на горе Сион, с жесткой иерархией, подразделявшейся на 7 степеней. В 1118 году его 5-я степень, крестоносцы святого Иоанна, стали орденом рыцарей Иоанна Иерусалимского, госпитальерами, иоаннитами, и почти одновременно из него выделились также и тамплиеры, а затем и Тевтонский орден. То есть все эти три ордена были лишь легальными частями нелегального объединения. Вот как. Затем с падением Палестины Сионский орден еще больше уходит в тень, но все так же руководит своими легальными ответвлениями и, по мнению авторов, предвидя печальную участь ордена тамплиеров, сионцы приняли меры. Решение, которое они приняли, было жестоким – не тратить усилия на скомпрометированных храмовников, но спасти главное – свою наднациональную империю, ее богатство и связи. И уж, конечно, Сионский орден не хотел отдавать никому свое золото, лишь номинальным образом принадлежавшее его филиалу в лице тамплиеров. И уж коль по версии авторов сионцы догадались о будущих событиях еще за несколько лет до того, как все они свершились, и откуда такая прозорливость? Неужто никто так и не проболтался? То вовремя вывести свои богатства время у них было. А куда они его вывезли? В Англию, которую они выбрали орудием мести Франции за уничтожение их филиала, ордена тамплиеров. Вот даже как. Поэтому, когда в 1337 году началась Столетняя война, все деньги оказались именно там. Отсюда и все военные успехи англичан. Ведь Англия в то время по сравнению с Францией была бедной страной. И вдруг такие военные достижения и успехи. На какие шиши, спрашивается? А вот на какие? На золото тамплиеров. Английский золотой Нобль в начале Столетней войны сыграл не меньшую роль, чем стрелы прославленных английских лучников. С помощью золота англичанам удалось купить расположение гасконского и бордосского рыцарства, подкупить муниципалитеты многих французских городов, которые добровольно перешли под руку английского монарха. Ну и только золотом оплачивались и услуги многочисленных белых и вольных отрядов лучников, принесших Англии славу в битвах при Крессе и Пуатье. Таким образом, месть Сионского ордена вполне ему удалась. Ну а происхождение золота, что вдруг появилось у англичан, мол, и сегодня ставит историков в тупик. Но открыто передать утаенное золото английскому королю было невозможно, ведь существовала папская булла, и можно было нарваться на отлучение от церкви.
Ведь не только Филипп, но и папские нунции самым внимательным образом следили, не всплывет ли где в Европе масса золота неизвестного происхождения. Королю Эдуарду I тоже не хотелось прослыть стяжателем чужого богатства. И как тут быть? Как отмыть утаенное золото? Авторы утверждают, что способ предложил великий магистр Сионского ордена Гийом де Жизор, который увлекался алхимией. В древнейших трактатах по алхимии, а ими являются лейденские папирусы, которые относятся к III-VII векам, речь идет о различных секретах ремесел. Но не более того. Нет ни единого слова о так называемой трансмутации металлов. Нет о ней и в манускриптах последующего времени. Но зато с начала XIV века почему-то все алхимики начинают писать о превращении металлов в золото. Тема эта доминирует в исследованиях. И авторы утверждают, что знают, почему это безумие стало столь массовым и докатилось до XVIII века, а в Италии даже и до XIX. Мол, в начале XIV века известный Раймонд Луллий по заказу английского короля Эдуарда I произвел 25 тонн чистого золота. Из него отчеканили монеты, и анализы доказали, что золото Луллия действительно настоящее. Официальная биография Луллия одна, но на деле она другая. Разве что камнями его забили в Африке и в самом деле. В реальности он алхимией никогда не занимался. Зато у него был признанный научный авторитет и среди схоластов, и среди теологов тогдашней Европы. Возможно, Луллий был членом Сионского ордена, из-за чего и часто ездил из страны в страну, а также странный девиз, начертанный на его портретах: «Мой свет сам Бог», и на знамени, что развивалось над последней крепостью тамплиеров на Ближнем Востоке. А дальше Луллия посвятили в интригу. Мол, золото уже в Англии, и необходимо лишь создать видимость, что это он сделал его посредством алхимических теологий. Когда обман стал истиной, его миссия завершилась. Он покинул Лондон в 1307 году, и в тот же год умер и Эдуард I. С Эдуардом II сионцы дело иметь не стали. Он бы все золото отдал семейству Деспенсеров за противоестественные утехи, но отдали его сыну Эдуарду III, который-то Столетнюю войну и начал. Далее английские авторы пишут, что сионские приоры и раскол церкви устроили, а один из идеологов протестантизма, Цвингли, тоже был членом их ордена. Гуситы, мол, тоже неспроста появились, да и вся эпоха Возрождения в Италии тоже дело их рук. Великим магистром таинственного Сионского ордена были такие знаменитые люди, как Роберт Бойль и сам Исаак Ньютон, а затем и Иоахим Юнгиус, основатель общества алхимиков. В итоге Сионский орден дожил до нашего времени. Сегодня это что-то вроде клубной организации, поставившей своей целью восстановить на французском престоле династию Меровингов, вот даже как, которая пресеклась еще в 8 веке. Так что вот она, еще одна из мировых закулис. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.